Итак, снова здравствуйте, с вами Литор. Мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами отправились с Горионом из Кэндлкипа. Вот, но, к сожалению, на нас напали, была засада. И Гориона убили. Вот. И сейчас наш путь лежит с вами в таверну Дружеская Рука. Мы повстречались со спутниками Монтароном и Заром, вот, которые сами по себе являются хаотично злыми. Один из них хаотично злой, другой нейтрально злой. И, скорее всего, мы с вами с ними расстанемся рано или поздно. Вот, потому что они довольно-таки странные ребята. Вот, этот у нас вор-боец, поэтому мы сейчас его попробуем вот так вот перетянуть. Да. И отправимся дальше. Вот мы, собственно, и дошли. Смотрите, мы почти... мы еще чуть-чуть не исследовали тут. Ну, давайте исследуем быстренько. Как я говорил, в Baldur's Gate присутствует система мировоззрений, и персонажи реально, если их мировоззрения совпадают, могут между собой ссориться и даже уйти из группы и стать врагами. Вот, поэтому, если вы видите персонажа, который не совпадает его мировоззрение с вашим мировоззрением, то лучше всего, во-первых, не хранить вещи в инвентаре этого персонажа, потому что он может просто уйти. Вот. Во-вторых, смотреть внимательно, когда начинают ссориться, потому что обычно там как бы есть какие-то несколько предпосылок, а потом уже происходит сама ссора. Вот. Поэтому так. Тебе можно покастовать. Мало истощения. Даже еще раз покастуй мало истощения больше. Мне тошнит от твоей добропорядочности. И вот видите, он как бы с нами говорит. То есть с Алиторном. То есть даже вот он может просто на нас как бы разозлиться. У меня была ситуация немножко другая, но в принципе не важно. Вот увидим по обстановке, что будет дальше. Вот, музыка, к сожалению, почему-то не прекращается сразу. Видимо, пока не доиграет до конца. Музыка драки имеется в виду, музыка сражения. Смотрите, вот к нам подошел старик, как только мы перешли на Дружескую Руку. Этот старик очень подозрительно внешне напоминает описание Эльмистра, то есть в красной мантии с островерхой шляпой. Вот. И что он нам говорит? Эй, бродяга, остановись на мгновение, порадуй старика. Прошло уже почти 10 дней, как я в последний раз встречал тут кого-нибудь, и с тех пор я так ни с кем больше не разговаривал. Похоже, нынче в путешествие может подтолкнуть либо отчаяние, либо безумие. Прости за мою бесцеремонность, но могу ли я узнать, какая из причин побудила тебя? Честно говоря, немного отчаяния в моем случае. Ты не знаешь, как попасть в гостиницу «Дружеская рука»? Мне сказали, что там я смогу найти друзей. С этим я помогу. Гостиница неподалеку отсюда, к северу, и двери ее открыты для всех. Не сомневаюсь, друзья ждут тебя там со распростертыми объятиями. Я сочувствую, что на пути тебе повстречались уже трудности, но уверен, все вернется к лучшему. Ох, я и так потратил слишком много времени и сказал слишком много. Я ухожу и желаю тебе всего наилучшего.
И вот просто вот он ушел по дороге в гостиницу, по дружеской руками встречался один незнакомец. Он, кажется, был очень заинтересован во мне, хотя я не знаю почему. Он был немного странный. Вот. Ну, речь идет об этом. Так, Львиный путь. Кендлкип на запад, прибрежный путь на восток. Смотрите, сразу вот сражение намечается. What you want? Это интеллект группы, и вот мы его отключили с вами. Чего? К сожалению. Давайте поисследуем немножко эту локацию. Нашего повредили на 4 хитпоинта. Серьезно. Но мы немножко экспы заработали. Поэтому, в принципе, то на то, как бы и выходит. В крайнем случае мы сможем отдохнуть, если надо будет. Так, смотрите-ка, замечен еще один враг. Гиберлин. И даже двое вот как раз. Справились с двумя гибелингами. Гостиница «Дружеская рука» на севере, приход на юг, Львиный путь назад в Кэндл. На запад в Кэндл. Давайте обсудим вот этот участок. Быстрое сохранение — наш лучший друг, как вы помните. Критическое повреждение сразу. Так, ребятки. Тоже не хорошо. Подойдет нашего мага. Здесь и голды нашли на гиперлинге, отлично. Еще один голдинг. Вот здесь вот еще, наверное, на бандитике сейчас что-нибудь найдем. Да, на бандитике даже неплохо нашли. Скарь бандита. Так, давайте сразу переложим стрелы. Здесь
есть кожаный доспех. У нас... так у нас здесь даже доспеха нет никакого, ребят. У меня нет никакого доспеха, представляете? Она просто голая пошла за нами. Так, ну вот здесь есть клепаны. Ну, тут будет маг, инсайл, этот персонаж слишком далеко. Давайте соберемся вместе. Ага, он не может ее использовать, да? Не может, увы. Малое истощение, леденящее прикосновение. Тут заклинание уже есть в книге заклинаний. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще в книге заклинаний. Тут леденящее прикосновение, область действенности. Так. Магическая энергия притягивает жизненную силу любого существа, которое заклинание успешно атакует в ближнем бою. Да. Не совсем то, что хотелось бы. Немножко в лес. Опять же, стараемся не разбегаться группой. Потому что, чтобы не было вот той ситуации, как было тогда. Что с двух разных сторон напали два разных врага. О, смотрите-ка. Какая-то повозка. Члены этого каравана были зверски убиты. Хотя никаких доказательств нет, скорее всего, это дело рук бандитов. Ну, конечно же, бандиты нам что-то оставили. Да, аж 7 золота. Все. Так вот, бандиты тут орудуют, ребята. Смотрите. Undolt. Я должен домчаться до Берегоста, должен. Необходимо сообщить губернатору Келдоту о дополнительных войсках, которые к нему направлены. В Берегосте должен быть размещен гарнизон на случай нападения Амна, хотя Амна отрицает подобные намерения. Конечно, они это отрицают, негодяи. Дорогу посыльным. Ну, то есть он ждал, чтобы нам это сказать. Потом ушел. Ну ладно. Сюда у нас Берегост, если я правильно понимаю, да. Но нам Берегост не надо. Так, смотрите-ка. Сват. Не знаю, кто это. Сейчас узнаем, кто такие сварты. Насколько они сильные. Не сильные, как казалось. С мечами. Так. И кстати, мы с вами не опознали пояс. Ладно. Давайте поскидываем немножко. Чтобы можно было залутать, как говорится.
еще один разработанный караван, смотрите. Такой большой караван. Здесь ничего нет. Для этого каравана ничего нет. Я бы сказал ничего и никого. What you want? Как странные ребята. Я даже не знаю, кто такие эксуарты. Заклинание дружбы. Отлично. Дружба — это хорошо. Так, это был тот караван, который мы уже видели, получается. Что ж, пойдем сюда тогда. Еще эксуарты. Да, кстати, в этой части еще нет такого понятия, как атака по возможности, когда персонаж отходит. Вот, поэтому вот и не получается дамажить, когда они отходят. Так, у нас проблемы. Так, у нас совсем проблемы были сейчас. Так, ладно. Вспоминаем способность сохраняться перед отдыхом. Отдыхаем. Кстати, загрузка, ну, точнее, анимация отдыха красивая довольно. Я бы такой на скринсейвер поставил. Вдохнули до выздоровления. Отдых занял всего лишь 2 дня и 16 часов. И вот, ребятки, то, что нам лучше, наверное, избежать. Но, кажется... Yep. Так. Что ты там умеешь? Ловушки расставлять умеешь, да? Ты у нас что умеешь? Защита от зла. Давай вот так вот сделаем. Ну, кстати, обор оказался не таким уж и страшным. О, смотрите, 2 пояса. 30 голды. Неплохо мы огра с вами уговорили. Неужели нет возможности звук этот что нет? Надо будет почитать после этого. Где-нибудь в интернете, может быть, есть информация по поводу того, как отключить музыку боя. Что понятно, что перезагрузкой, как бы сохранением загрузкой можно это сделать, но вот куда-то. Кстати, опыта аж 270 жалоб дали, ребят. Плохо.
почти всю локацию с вами исследовали неплохо. Ау, если тебя не затруднит, пожалуйста, постарайся говорить тише. Здесь полно тварей, слух о которых куда лучше наших. Похоже, ты чувствуешь себя здесь как дома. Какое самое опасное существо из тех, что тебе встречались? Самое опасное существо, с которым я сталкивался? Как-то раз отслеживали Огра-мага несколько дней. Тогда у меня была своя команда. Убил Огра, но потерял всю команду. Не стоило на того, если честно. Я видел и более опасных тварей, но обычно лишь когда оглядывался, удирая от них как можно быстрее. Нет ничего постыдного в желании спасти свою шкуру. А теперь иди, мне нужно выслеживать эту штуку. Окей. Странный охотник. Такая гористая местность у нас тут с вами получается. Эта местность мы, получается, ну нет, ну как-то мы можем сюда попасть вроде бы. Мы отсюда вот так вот. Ну не дальше. Ну ладно. В принципе, локацию мы исследовали, можем отправляться в гостиницу «Дружеская рука». Конечно, выглядит она не совсем как гостиница. Скорее как какая-то крепость. Я не понимаю, почему ее назвали гостиницей, причем это не какой-то неправильный перевод, действительно гостиница. То есть friendly, не hand, там только friendly arm in она называется. Вот. Давайте, наверное, сразу зайдем сначала в гостиницу. Я просто помню, что там можно взять несколько заданий, вот, и не уверен, что они правильно сработают, если мы изначально исследуем все. Добро пожаловать в гостиницу «Дружеская рука». Полагаю, тебе известны правила поведения здесь? Есть какие-то правила? Что за правила? Пожалуй, правила это слишком формально. Есть одно неписанное правило, которое придерживаются все. Пока ты здесь, тебе следует вести себя предельно вежливо по отношению ко всем остальным гостям. Это нейтральная территория, и все раздоры должны остаться за воротами. Если они возникнут, тебя выдворят отсюда. Желаю приятно провести время. Давайте начнем слева.
problem. Джои. Эй, ты здесь недавно, да? Могу я беспокоить тебя на минутку? Конечно, миледи, что там у вас? Какие манеры? Мне нужна крепкая рука для такого дела, так что оставь весь этот мусор, как пожалуйста, и спасибо для знатных особ. Меня подчастую ограбили какие-то хобгоблины прямо за стенами гостиницы, и мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть кое-что. Они забрали мое кольцо, и это все, что я хочу обратно. Ты сделаешь это? Я помогу тебе. Благодарю тебя. Эти твари были прямо к северу от гостиницы. Клянусь, их практически видно из верхних комнат. Принеси мое кольцо сюда, если добудешь его. Ты сразу узнаешь его, когда увидишь. Это кольцо из огнепляса, и оно просто изумительное. Окей. Ладно, поможем. With ease. Далее. Договорчик, обыватель. Что Hello сказать? Раньше я был бандитом. Куда выгоднее, чем работать в шахтах Нашкеля, это уж точно. И скорее всего безопаснее, судя по тому, что я слышал. Ты был бандитом, правда? Да, был, и не боюсь говорить об этом. Но нынешние бандиты совсем не такие, точно тебе говорю. Они стали слишком подлыми и, похоже, стремятся захватить контроль над всем регионом. Большинство моих старых приятелей бесследно пропали, и мне это очень не нравится. Вот почему я отсиживаюсь здесь. В прошлом я был добр к Бентли и Гелане, так что теперь их черед позаботится обо мне. Давайте пойдем сразу, наверное, сделаем задание с кольцом. Кольцо Джои из огнепляса. Вот здесь не находится. Точнее, не здесь, а в этом районе. My blade will cut you down to size. Ну, это не те хобгоблины, это еще не те хобгоблины, скажем так. Это, по-моему, они. Да. My blade will cut you down to size. Серебряное кольцо. Do your toil. Кольцо Джои из огнепляса. Вот оно. I care not. This way. Пошел дождь. Пригрузка. Okay, you're a queer fellow. Мы не знаем, да, насколько она перегружена. Ладно, давайте вот так. Не вижу вообще, где здесь свет показывается, к сожалению. У нас осталось всего 2 стрелы, ребят. Do you want to tell me a story about trollops and buckhills? I'm done having
У нас закончились стрелы такие. Ой, наши МН зацепили, причем так хорошо зацепили. Something shocked you? Hardly look like it. Ну, какая метла. I'm done. Все хорошо. И здесь какая-то дорога, которая нас сейчас выясним, куда ведет. Она ведет в Фелдовое. Давайте исследуем вот эту небольшую область за гостиницей. Слушайте, прям странно. Давайте даже, наверное, выключу пока музыку, а потом я поищу информацию и потом ее включу. Так, ну вот мы, получается, за стенами гостиницы. Интересно, можно ли ее вот так по краешку обойти? Давайте попробуем. Я бы на самом деле лучше отдохнул бы, конечно. Но интересно посмотреть на дождь тут. Так. Кстати, у нас уже все равно полные сумки совсем. Так, вот тут были какие-то здания, которые находились как бы за пределами. Ага, вот. Ну, здесь, видимо... Нет, это не здание, это просто стена так выглядит с балконом, что похоже на здание. Да, звуки дождя вполне качественно сделаны. Ну, собственно, мы обошли вокруг все. Единственное, где мы не были, это вот в этой области. Но туда мы еще отправимся. Я думаю, после того, как заглянем в саму гостиницу. Так, ну что, дадим, наверное, сразу колечко. Только сначала я освобожу нашего главного персонажа хоть чуть-чуть места, потому что, ну, там серьезно. Может, он сейчас что-то даст награду. Yes? Благодарю тебя. Это кольцо было подарком к началу моей самостоятельной жизни. Не могу даже представить, что оно было у какого-то вонючего облезлого хоб-гоблина. Ты молодчина, я буду говорить это всем, кто тебя спросит. Goodies make me sick. Получено по 400. Репутация повысилась. 1 потерян предмет. Так, хорошо. Must we be so insufferably charitable? Ну вот, он It все will be еще done. рассказывает по поводу того, что можно ли быть такими. It will be Good on you if you Там save the все day. такое. Я думаю, что можно такими быть. Почему бы нет? Так, отдохнем, чтобы Мэйн выздоровела. Stop touching me! Не хочу усложнять наши отношения, но мы собирались идти в Нашкель. Наша задержка слегка напрягает меня. Когда напряжен, ты не слишком любезен. Ну I ладно. stand with ease. Кто у нас Not a здесь? problem. Hello, pal. Я не настроение разговаривать с тобой. Убирайся из глаз. Leave me be. Sleep lightly, taskmaster. Отдыхай, таскмастер. Not a problem. It will be done. Кто-то стоял, давайте с ним тоже поговорим. Настроение. А кто у нас Yes, настроение? Извиняюсь, но мне кажется, я узнал тебя по тому описанию, которое мне дали. Твое имя Литорн? Да.
Думаю, тебе следует знать, что многие интересовались тобой. Здесь были мужчина и женщина, которые спрашивали о тебе, Литон. И потом еще один жуткий тип спрашивал то же самое. Пару дней назад тут ошивался здоровенный мужик, который все время повторял твое имя. Не знаю почему, ты пользуешься такой популярностью, что на твоем месте я бы соблюдал осторожность. Некоторые из них выглядели не слишком дружелюбно. Ну, спасибо. Будем знать. Glad to meet you, friend. Так, что такого опасного в шахтах Нашкина? Ну, если верить всем рассказам, которые можно услышать, то, наверное, сам повелитель 9 кругов ада сидит в глубинах этих шахт и для полного комфорта покуривает свою трубку. Честно говоря, я не знаю, что там внизу. Знаю только то, что многие из тех, кто работал в этом проклятом месте, больше не вернулись на поверхность. И... Так, здесь корова у нас. Как же тебя зовут-то? Просто обывательница, да? Ну ладно. Проклятие, мой плуг развалился на куски, как будто бы он проржавел за одну ночь. Как в таких условиях фермер может работать и зарабатывать на жизнь? Будет невозможно удержать цены низкими, если мне придется сажать все лично. Вот. Это вот об испорченном железе он говорит. Испорченном железе в шахтах наших. У меня хватает проблем без всяких проходимцев. Если бы я хотел поболтать, я бы сам подошел к тебе. Сейчас я хочу, чтобы меня оставили в покое. Ладно, извини, чувак. По-моему, ты вот там говоришь «Хей, я». Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы бандиты предпочитали железные бруски золоту? Должно быть, это как-то связано с проблемами в шахтах. Руду невозможно достать ни из шахт, ни купить. Похоже, наступают тяжелые времена. Все вот нам говорят об одном и том же. У меня хватает проблем. Так, понятно. Какой-то стражник. Ну, давайте сначала пройдемся тут. Стражник. В пределах гостиницы «Дружеская река» нельзя драться или промышлять воровством. Нарушители будут наказаны по всей строгости местных законов. Хорошо. Я думаю, причиной всех проблем в этих землях является Зентарим. У Амна нет веской причины вторгаться сюда, поэтому бессмысленно предполагать, что за всем происходящим стоят они. Зентийцам же причина вообще не нужна, тем более, что многие факты указывают именно на них. Ну, Зентарим это такая непонятная штука. Так, храм мудрости. А там, кстати, можно опознать все, что у нас есть. Фирма моего отца простаивает. Все инструменты сломали один за другим, а новые стоят слишком дорого. Если мы не получим хороший запас железной руды до сбора урожая, то он весь сгниет на полях. Нельзя же содержать ферму с голыми руками. Да, все начинается с невинной такой штуки, как вроде бы как проблемы с железом. Да. Я думаю, что, ребята, это только начало. Что, ни одной бочки здесь нельзя опускать, серьезно? Ужас, ребята, это какой-то ужас. Зачем они смотрят? Куда они смотрят? Непонятно. Ладно. Так, давайте в храм заглянем. Может, кстати, You are можно welcome выйти. here in Garl Glittergold's sight. Гелана Mirrorshade. Если нужно, за небольшое денежное подношение мы можем исцелить недуг, что беспокоит тебя. Какие исцеляющие средства есть в наличии? Так, давайте продаваться. Ага, а ей не нужно это все. Ну ладно. К сожалению. It will be done. Hi, friend. Так, привет, приятель. Я не видел тебя здесь прежде. Что привело тебя в гостиницу «Дружеская рука»? На самом деле ничего особенного, просто устав с дороги, еще место для отдыха. Вижу. Прости за прямоту, но я тут кое-кого ищу, и ты как раз подходишь под описание. У тебя тот же рост, примерно тот же стиль одежды. Я бы даже сказал, что ты вылитая копия. Ты случайно держишь путь не из Кендлкипа? Вообще-то да, я только недавно оттуда. Что ж, тогда это почти решает дело. А по какому-то неимоверному стечению обстоятельств твое имя случайно не Литорн? Ну да. Да-да, точно. В таком случае не двигайся, у меня для тебя кое-что есть. И он как бы на нас нападает. Ну ладно. Something troubling you? Так, давайте. Так, вот здесь сушеница. You're a queer Здесь. fellow. I'm a loner. Приказ. Так.
your всех voice is он ambrosia. затмил или что-то такое. Stop touching me! I suppose Просто он убил Имэйн. Вот просто он сейчас взял и убил Имэйн, ребят. I don't care. Да. Вот такая вот ситуация у нас с вами возникла. Просто Имэйн убили на ровном месте. With ease. Одним заклинанием. Да, это Baldur's Gate. Добро пожаловать. Сейчас обязательно сохранимся перед этим моментом. Хорошо, что мы еще немного успели сделать. Something troubling you? Ну, он снова говорит об With этом. ease. Интересно, можно ли упасть на мороз? И тогда он типа ничего не скажет. Но я не хочу. Почему? Потому что хотелось бы получить экспу. Экспа наше все, ребята. It will be done. Yes? Благодарю тебя. Так, ну это понятно. Мы это уже сделали. Yes. goodies make me sick. I И, stand кстати, она ready. взяла и ушла. With кстати. ease. We be so insufferably You spoke at charitable. me? Давай, открываем. Good on you if you save the day. This better I'll do your toil. Она просто взяла, убежала, а мы просто Goody взяли. goodies make me sick. А мы просто взяли и обворовали ее. Not a problem. Ну, это были не мы, это был Монтарон. Так что все нормально. Hello, pal. Так, где-то женщина, которая нам что-то говорила. Ага, вот она. Yes, Ну, friend? на всякий случай. Мне все это не нравится. Похоже, из-за нехватки железа и шастающих в округе бандитов в гостиницу «Дружеская рука» заходят только такие вот вооруженные зубы вроде тебя. Да... Ну, ты чего начали все эти неприятности? Это все, если хочешь знать мое мнение. Гнилое железо, которое они нам посылают, просто соль на раны. Они продержат нас без железа все лето и, скорее всего, нападут на перегост еще до наступления зимы. Одним богам известно, защитят ли герцоги врат Балдура в этот раз. Я бы на твоем месте не был бы так уверен, что это именно они, но... Все же. Yes? Да. Wife's been getting prickly on my eyes. Где та женщина почему-то в этот раз не здесь, что ли. Так, а у нас также стрел как бы и нет, да? Получается. У нас есть жел магический снаряд. Yes, it will be done. Ну, храмогма. Да, в смысле, You храмогма.
интересно. welcome here in Garl Glittergold's sight. Хорошо. Not a problem. Not a problem. Здесь мы тоже пройдемся, просто чтобы открыть всю карту. Просто сейчас мы перед этим сражением сохранимся. Сохранение это главный элемент игры Baldur's Gate. Сохранение и загрузка. То есть на самом деле бои очень часто придется переигрывать. К сожалению, здесь нет отрицательных хитов и всего, соответственно, с этим связанного. Вот, поэтому придется очень часто переигрывать некоторые моменты. Hi, friend. На самом деле, я здесь встретился с друзьями. Ну да, это так. Отлично. Your voice is ambrosia. Раз. I stand ready. Все, вот в этот раз мы его критически просто убили. 20-ка, 14 урона. Смотрите, это письмо. В общем, тут сейчас много чего будет у него в инвентаре, поэтому я думаю, что мы избавимся еще от пары мечей. Так. Письмо. Извещение о награде. Да будет известно всем, кто имеет злые намерения, что данная назначена награда за голову приемного дитя Гориона по имени Алитор. Данное лицо, замеченное последний раз в окрестностях Кэндлкипа, следует немедленно уничтожить. Тот, кто совершит это и принесет доказательства содеянного, получит не менее 200 золотых монет. Как и заведено, всякий, кто сообщит об этих планах силам закона, разделит судьбу жертвы. Кстати, смотрите, а музыка-то продолжает играть? Или это просто как бы часть звукового сопровождения, наверное, гостиницы? Интересно. В общем, сохраняемся. Not a problem. Идем в гостиницу. Вот мы и в гостинице. Hey, friend. Good to meet a fine sod such as yourself. Жопе. Я не могу смириться с тем, что в наши дни все дороги перекрыты. Мой дядя во вратах Балдура, а я не могу попасть туда, чтобы повидаться с ним. Почему дороги перекрыты? Я тебя носила последние несколько месяцев. Дороги кишат разбойниками и бандитами, которые охотятся за каждым куском железа, что может быть у тебя при себе. Наверняка тебе довелось не раз разбегать встреч с ними, чтобы добраться сюда. Разве что твой путь шел не по западной дороге. Надеюсь... Почему западная дорога все еще доступна? Если когда-нибудь возникнет дефицит книг, уверяю тебя, дорога в Кэндлкип станет самой опасной. Но этих ребят интересует только железо, потому в основном они промышляют на крупных торговых маршрутах между вратами Балдура и Амна. И представляешь, прямо в самой середине всего этого находится наша гостиница. Понял, спасибо за информацию. Так, для начала мне нужен тавернщик, которому я сейчас все сплавлю. It's been dreadful slow business lately. Железо это жизненная основа нашего региона, его нехватка отражается, конечно же, болезненно. И так, что я могу для тебя сделать, что интересно. Вот. И вот смотрите, конечно, такой момент, как бы железо, да, которое у них там сейчас там проблемы с железом, все такое, да, говорит. В то же время он совершенно как бы не просит, ну, не дает нормальную цену за оружие, которое мы ему сдаем. Вот такой вот момент. Шлем оставим. Полуторный меч оставим. Черный шлем тоже оставим. Полуторный меч. Это вот два шлема, меч. Хорошо. Здесь серебряное кольцо, циркон. Проверим. Николай. Проверим. Далее. Здесь кожаный доспех. Длинный меч. Один оставим. Один подойдем. Что? Мечи подойдем все. Тоже оставим один шлем. Подойдем. Полуторный. Полуторный подойдем. Вот так вот. Я просто не помню конкретно, что там у нашего Гориона. Не знаю.
точнее не у Гариона, а у нашего этого нашего Джахира, нашей Джахиры и да, друга. Вот они, по-моему. Да. Так, я думаю, что мы с вами диалог с Джахирой и Халидом оставим на следующую уже серию, потому что время, к сожалению, к концу подходит. Вот, поэтому сейчас я сохранюсь. Сохранение. Сейчас, два. Вот. На сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Всегда буду рад пообщаться. И до следующей серии.